Совершенно новая ситуация возникает между нашими государствами, где, конечно, визит Владимира Владимировича Путина в Таджикистан имеет колоссальное значение, но при всей значимости этого визита мы вообще находимся в совершенно просто новом этапе сотрудничества. Ровно год назад была опубликована в «Известиях» статья Владимира Владимировича Путина, вот я только сейчас сообразил, как раз о, по сути, курсе на Евразийский союз. То есть мы находимся в ситуации, когда в том или ином формате, с той или иной долей осторожности, кто-то более смелый, вот мы в частности утверждаем, что пришла пора восстанавливать и строить новую большую страну, и Евразийский союз – это минимальный вариант этой новой большой советской страны на постсоветском пространстве. Но даже самые осторожные политики и аналитики, они, безусловно, совсем по-другому рассматривают ситуацию, чем даже 2-3 года назад, не говоря уже 10 лет назад. И у нас сегодня, мне кажется, и это Таджикистана касается напрямую, я кратко поясню сейчас почему, у нас есть возможность через интенсификацию сотрудничества и с Таджикистаном, как ядерным государством Центральной Азии, вообще очень серьезно продвинуть евразийскую интеграцию и, по сути, начать лечить наше пространство, наши народы от того, что Путин очень точно, хотя это неприятно слышать, назвал крупнейшей геополитической катастрофой 20 века распадом СССР. То, что касается Таджикистана. Конечно, сразу бы хотелось убрать все такие конспирологические теории, что и визит даже Владимира Владимировича Путина, хотя он был согласован задолго до, собственно, того момента, когда он состоится, и, допустим, любые доброжелательные отношения к Таджикистану связаны с ситуацией Узбекистана, что Узбекистан подал заявку на приостановление своего членства в ОДКБ и более тесно связан с государствами, скажем так, НАТО и Соединенными Штатами Америки. Но мне кажется, вот эту геополитику, в кавычках, когда одно стравливают с другим, разделяют, сопоставляют, и действия Российской Федерации, в том числе и в заявлениях ряда российских политиков, все время с теми дружим, с теми не дружим, конечно, это, на мой взгляд, никакого отношения к реальности не имеет. Потому что интенсификация сотрудничества с Таджикистаном, это не означает интенсификация вражды с кем-то или против кого-то. И Узбекистан, крупнейшее государство Центральной Азии, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан, где Владимир Владимирович был как раз 2 недели назад, это все наши равноправные партнеры, здесь нету дружбы против кого-то. Это абсолютно бессмысленная формула, я бы сказал, геополитиков такого местного разлива и, безусловно, ничего не понимающих в проблемах Центральной Азии и российской внешней политики. Я считаю, абсолютно уверен, что мы сегодня, решая наши российские проблемы, должны очень серьезно посмотреть в сторону Центральной Азии не с точки зрения помощи кому-то, а с точки зрения решения наших внутренних проблем. Вот простой пример, и я считаю, это ключевой момент. Уже 1,5 года на самом высоком уровне делаются серьезные заявления про так называемую новую индустриализацию. Я абсолютный сторонник, я пишу про это и говорю 10 лет, и для меня вопрос новой индустриализации не является каким-то открытием, но очень мало делается, что в этом направлении. И в этом плане, дальше вот, глядя на центральноазиатские векторы, я, например, утверждаю, что пока мы не начнем совместно, например, с Таджикистаном, серьезно поднимать экономику Таджикистана, инвестировать, не давать деньги, а инвестировать в экономику Таджикистана, мы не начнем, ну, то есть пока мы не начнем помогать Таджикистану в новой индустриализации, мы не начнем новую индустриализацию у себя дома. Мне кажется, вот Евразийский союз должен строиться на принципе соразвития, совместного развития, через проекты совместного развития. И здесь вопрос индустриализации крайне важен и для решения самых сложных проблем, и для того, чтобы мы поднимали экономики наших стран, тем более в условиях глобального финансово-экономического кризиса. Тот, кто хочет решить проблему геополитической мощи России, тот должен делать ставку на форсированное, опережающее развитие Таджикистана и через это развитие России. Другого пути у нас нет. Поэтому мы предлагаем, и у нас есть расчеты, которые можно отдельно обсуждать, и мы предлагаем
совместное развитие и совместную индустриализацию России и Таджикистана на территории Таджикистана делать за 4 пятилетки, ближайшие 20 лет, вложив 12 миллиардов долларов именно в инвестиции развития, помимо торгового оборота и других, так сказать, экономических показателей. Другого пути, мне кажется, у нас нет. Что касается миграции неконтролируемой, то полагаю, что только в случае, если на территории самого Таджикистана действительно появится новое производство, новые рабочие места, только в том случае можно будет решить всерьез проблему данных миграционных потоков из Таджикистана в Россию. Но я хотел бы обратить ваше внимание еще на на один аспект. И в обыденном сознании, и, собственно говоря, и у ряда руководителей длительное время в России было такое впечатление, что постсоветское пространство, и в частности Центральная Азия и Таджикистан, в общем, никуда не денутся, они останутся в российской орбите, да, мы будем так и дальше союзниками и так далее, но времена меняются, и сейчас мы действительно, мне кажется, стоим на развилке. Либо действительно будут запущены действующие интеграционные проекты с участием России, и мне кажется, что только Россия способна дать толчок качественному росту и в плане развития центральноазиатских обществ, и экономика, и политика во всех сферах. Да? Либо регион Центральной Азии, он будет растащен другими геополитическими игроками, в частности Соединенными Штатами Америки, и Китаем. Мы часто забываем про Китай, который в последние годы в экономической и даже, в общем-то, и политической жизни Таджикистана играл не меньшую, а может быть даже и большую роль, чем Соединенные Штаты Америки, о которых мы постоянно вспоминаем. Я думаю, что проекты, и американский проект, и китайский проект не направлены на развитие региона Центральной Азии в целом и на развитие Таджикистана в частности. То есть мне кажется, что для Таджикистана российские интеграционные проекты, они в плане развития безальтернативны с одной стороны, а с другой Россия, в общем, тоже, Россия, если она сейчас потеряет время, да, и не будет развивать данные проекты, то упустит стратегически важный регион, и в конечном счете это повлияет на ситуацию и внутри России. Если говорить о проблеме наркотрафика, то здесь очевидно уже всем, что одними полицейскими мерами эту проблему не решить. Нужно рассматривать эту проблему комплексно и, как называется в Организации Объединенных Наций, комплексный и сбалансированный подход к реализации антинаркотической политики. И вот этот подход, собственно, должен стать инструментом национального и регионального развития не только Таджикистана, но и России. Кроме того, говоря о комплексности, я считаю, что нужно рассматривать не только Россию, Таджикистан и проблему наркотрафика. Нужно смотреть в общем центральноазиатский регион. По определению ЮНЕСКО туда входят не только государства Средней Азии, но и, собственно, часть России, Западная Сибирь, в первую очередь Алтайский край. Кроме того, Иран, Афганистан и Пакистан. И здесь центральный момент – это, собственно, задача ликвидации афганского наркопроизводства. Дело в том, что порядка 94% мирового производства опиатов сосредоточено в Афганистане, и Таджикистан является только страной-транзитером. И если говорить о решении данной проблемы, то я поддерживаю, в принципе, подход Юрия Васильевича в том, что необходима электрификация, индустриализация Афганистана, то есть организация рабочих мест как метод выбивания наркоинфраструктуры
и замещение наркоэкономики легальной экономикой. То же самое касается и Таджикистана, в первую очередь приграничных областей. Это Хатлонская область, это Горно-Бадахшанская автономная область, где, в принципе, зарплата в 2 раза меньше, чем в целом по Таджикистану. То есть, если в Таджикистане в целом порядка $100 в месяц, то там 50. И люди просто зачастую вынуждены в условиях бедности, нищеты вовлекаться в наркотрафик, наркопроизводство. Конечно же, необходимо усиливать полицейские меры, необходимо планировать совместные операции с агентством по контролю за наркотиками при президенте Республики Таджикистан. И, в принципе, руководство агентства поддерживает. И вот 28 сентября было заседание Центральноазиатского антинаркотического квартета Россия, Афганистан, Пакистан, Таджикистан, где, собственно, между директором нашей службы и директором агентства таджикского были проведены переговоры и достигнуты договоренности определенные по реализации совместных проектов и программ. В том числе обсуждался и конкретно российско-таджикистанский антинаркотический план, который включает в себя как меры полицейские борьбы с наркотиками, так и меры по организации экономики, по организации новых производств, и индустрий и инфраструктур, и также меры по социальной реабилитации наркозависимых и другие гуманитарные проекты.